Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Продолжаю тему пасхального декора. В этом видео я покажу вам, как сделать своими руками вот такую красивую композицию с милейшими зайчишками и яйцами для украшения дома к Пасхе. Итак, начнем. За основу беру вот такую старую керамическую пиалу. Для начала я решила сделать небольшие ручки для нее. Беру стальную проволоку и сгибаю ее. Для одной ручки, для надежности, я использую две проволочки. Конечно же, стараюсь сделать ручки одинаковые по форме и по размеру. Обматываю их малярным скотчем, чтобы проволочки не убегали друг от друга. Облепляю ручки пиалы самозатвердевающей массой, разглаживая поверхность. Ручки готовы. Теперь приступаю к переделке пиалы. Рисунок я решила сохранить, так как он достаточно нежный и красивый. Тем более подходит для моей поделки. Поэтому обвожу его фломастером, чтобы затем случайно не закрасить. Цветочкам решила придать объемность. Из самозатвердевающей массы делаю лепестки цветкам и серединки. Приклеиваю их на столярный клей. С помощью молда от Art Studio Просвет и массы делаю бордюр вдоль верхней части пиалы. Настала очередь ручек. Они подсохли, и я их приклеиваю по бокам мисочки. Приклеивала на суперклей, но пришлось держать подольше. После высыхания клея у основания ручки щели замазываю самозатвердевающей массой. Теперь приступаю к росписи пиалы. Небесно-голубой акриловой краской и губкой покрываю всю поверхность, не трогая только рисунок, обведенный фломастером. Рисунок на задней части закрашиваю. Так как теперь основной фон пиалы матовый, а старый фон цветов глянцевый, решила освежить его совсем бледно-голубой краской и придать заодно матовость. Границу двух цветов пытаюсь немного размыть. Объемные цветочки-незабудки раскрашиваю ярко-голубой краской и освежаю немножко старые цветочки. Маленькие бутончики цветов и серединки незабудок покрываю желтой краской.
слегка добавляю коричневых веточек. Покрываю обновленную пиалу матовым акриловым лаком. Закрашиваю внутреннюю часть пиалы темно-синим цветом. Думала, что ее будет затем видно, но впоследствии оказалось, что этого можно было и не делать. Вот из такой полимерной глины цвета молоко я буду делать зайчишек. Ни разу не пробовала работать с таким материалом. Эту глину не надо запекать в духовке, она застывает на воздухе в течение 12 часов. Достаю кусочек и начинаю делать из него голову. Придаю голове форму яйца. Делаю углубления для глазок. Носик и ротик делаю галочками. Теперь делаю ушки. Раскатываю два столбика, один конец сужаю, а другой остается закругленным. Серединку ушек сплющиваю и прикрепляю к голове. В углубление для глазок приклеиваю горошки черного цвета. Голова зайчика-милашки готова. Делаем туловище. Сначала думала сделать туловище из двух частей, но что-то пошло не так, и я решила сделать туловище из одного кусочка глины. Скатываю шарик и вытягиваю немного верхнюю часть, придавая тельцу грушевидную форму. Попу и животик делаю кругленькими и упитанными. Начинаю делать ножки с бедра. Раскатываю шарики и сплющиваю их. Прикрепляю к туловищу. Рядышком приделываю маленькие ступни. Теперь скатываю колбаски для передних лапок, сгибаю их вот такой загогулькой и приделываю к тельцу, соединив друг с другом. Иголочкой рисую пальчики на лапках. Ну и, конечно, не забываю про хвостик. Вставляю проволоку в тело зайки. Второй зайка делается аналогично, только делаю его большего размера. Получилась парочка – мама и ребенок. В лапки пасхальному зайчику маме даю маленькую веточку вербы. Полукруглый кусок пенопласта обклеиваю гофрированной бумагой светло-зеленого цвета. И вставляю в пиалу. Шилом проделываю в пенопласте отверстие. Вставляю туда зайчиков, повернув их друг к другу. Перед зайками кладу 3 яйца пастельного цвета. Нашла листочки, внешне напоминающие салат, и подумала, что здесь они будут очень уместны, ведь, возможно, зайки голодные, им будет что покушать. Раскидываю их на всей поверхности лужайки.
Ну и, конечно, куда же весной без цветов? Декорирую композицию желтыми и белыми цветочками. И дополняю веточками вербы, чтобы еще больше придать пасхальное настроение. Вот такая нежная пасхальная композиция у меня получилась. Если у вас не оказалось таких материалов, как у меня в видео, ничего страшного, ведь сделать зайчиков можно и из соленого теста, и из массы папье-маше, а цветочки из гофрированной бумаги. Ведь главное идея, а ее я вам показала на видео. Такую красоту можно использовать как подарок на Пасху или как декор на праздник. Я думаю, что композиция с зайчишками у меня удалась. Если вы тоже так считаете, то ставьте пальчик вверх. Кто не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Желаю всем теплого солнышка, весеннего настроения, любви и счастья. Всем пока-пока!